Короче, Wolfenstein 2 бомба. Это просто чудесно. Первая часть была дико крутая. Я говорю не про оригинальную, естественно, а про New Order. Это действительно была какая-то революция жанра, но давайте-ка сразу к делу. The New Colossus начинается ровно с того, чем кончилась прошлая игра. Бласковец лежит весь в крови, почти умирает, но в итоге его вовремя спасают. Немного важных для истории флешбеков о детстве Террор Билли, и вот он уже на Убер подводной лодке. Вроде только оклемался, а уже расстреливает свежую порцию нацистов, сидя в инвалидной коляске. И как видите, он жив и все такое. Что не сцена, то мини-фильм от, я не знаю, сына Гая Ричи и Тарантино, ну или что-то в этом духе. Простите, что нужна лодка? Да, твою мать. Чего ты обычно ждешь от продолжения бомбического боевика? Ну, как минимум, чтобы он не стал хуже и преподнес тебе что-нибудь новенькое. Нет, геймплей на Wolfenstein остался прям таким же, с минимальными добавлениями, но и то это скорее про пушки и 3 гаджета, которые чуть-чуть помогут разнообразить прохождение последней третьей игры. В прошлый раз у нас была важная сюжетная развилка — пожертвовать Вайтом или Фергюсом. Сейчас же все то же самое, в смысле тот же самый выбор, чтобы игрок, прошедший New Order единожды, смог продолжить свою историю. Если он вообще вспомнит, кого именно выбрал. Единственное, сценарий не сильно-то и изменился, так как герой побочный. Поменяются лишь некоторые кат-сцены и, как я понял, всего один квест. Но главное здесь абсолютно другое. Wolfenstein 2 это такой адреналиновый батончик, от которого невозможно оторваться. У него даже метафора жирная. Стрелять все так же волшебно, каждое оружие как неожиданный подарок на день рождения. Несмотря на безумную динамику, невероятно здорово ощущается отдача, особенно когда хапнешь сразу 2 дробовика в обе руки. 3 года назад нужно было находить конкретные апгрейды для определенного оружия, а в The New Colossus разбросаны специальные инструменты для этого, чтобы ты сам уже выбрал ствол, к которому хочешь присобачить новый модный девайс типа прицела, второго магазина, глушителя или еще чего. Например, сделать из обычного автомата снайперку теперь проще простого. Переключил дипадом с модуля на модуль и считай 2 оружия в одном. Какие-то пушки остались почти нетронутыми, а некоторые немного изменились и утратили свои милые фишечки. Допустим, лазер-крафтверк разучился быть резаком. Не то чтобы я поэтому буду скучать, но все же. Зачастую в таких играх есть проблема с разнообразием, но когда тебя постоянно мотают из одного участка земли и не только в другой, заскучать особо как-то и некогда. Через каждые несколько миссий Бласковец оказывается на базе той самой супер подводной лодки. Можно подходить к членам команды и узнавать от них всякие забавные детали или делать для них небольшие сайд-квесты. Правда, самым сложным заданием для меня было запомнить, что где, и перестать там теряться. Повсюду раскиданы личные дневники и вырезки из газет, но, как правило, читать их совсем не интересно, как и в боевых локациях. В основном это всякие письма военных, где просто скучашки и бла-бла-бла, или аудиодоклады о, казалось бы, важных вещах, но они никак не дополняют сюжет. Опять же, взять недавнюю The Evil Within 2, тот же Bethesda. Там каждая бумажечка помогала миру игры обрасти интересными подробностями, а тут большая часть этих коллектаблс сплошной спам. The New Colossus значительно короче первой части, которая была избыточно большой. Эту игру я прошел за 15 часов, но это все с поправкой на хард, на несколько бесячих моментов, которые меня сильно потрепали и отняли кучу времени. И я думаю, что на нормале игра проходится, не сильно больше часов так 8. Тут есть что-то типа постгейма, совершенно не обязательного, но важного для любителя коллектаблс или просто пройти вообще все. Иногда вместо обычных врагов попадаются бесполезные и беспомощные офицеры, с которых постоянно валятся коды энигмы. А по счастливой случайности на базе есть специальная машина, умеющая их расшифровывать. Точнее, все равно этим надо заниматься игроку, и выглядит это как достаточно простенький пазл. Но на выходе мы получаем специальное задание на уже пройденных миссиях. Там попутно можно дособирать улучшения для оружия, добить челленджи для апгрейда самого Бласковица и собрать прочие луталки, чтобы потом любоваться ими в специальном альбоме. Как по мне, лучше бы сделали новую игру плюс, потому что лично вот у меня осталось желание пройти игру заново. В последнее время у меня какой-то бзик начинать игры на самом хардкорном режиме, и я решил сразу начать на максимально доступной сложности. Если честно, меня там быстро осадили ваншотами, я переключился на 5-ю. И казалось бы, а при чем тут вообще второе прохождение и сложность? А суть в том, что Wolfenstein на нормале или легком
спецификам, это вот вообще другая игра. На харде же это скорее глубоко позиционный шутер со стелс-элементами, чем веселый мясной боевичок, каким его видят процентов 90 игроков. Определенный азарт в этом есть, конечно же. Есть, если ты не используешь ручные сохранения. То есть ты просто можешь поставить чекпоинт где угодно. Я, как крутой парень, игнорировал этот, можно сказать, легальный чит всю дорогу. Но последний замес просто не оставил мне выбора, и я сдался. Что самое обидное, там было дело даже не в сложности, а в абсолютной геймдизайнерской безвкусице. А давайте в конце сделаем открытую локацию, где будет куча бронированных врагов, и вокруг будут бегать еще обычные солдаты. Это будет так круто! Нет, не будет. Это единственный момент, который меня разочаровал, но самое жестокое, что сделали разработчики, это ачивмент с прохождением на сложности Mein Leben. Одна жизнь, никаких сохранений, никаких шансов не свихнуться. За такие платины Bethesda нужно выдавать игрокам абонемент на всех будущие игры, не иначе. Удалось ли нам снова получить один из лучших шутеров на рынке? Определенно да. Игра стала динамичнее, компактнее, ярче и выкинула из себя все, что могло показаться лишним. Враги еще брутальнее, и еще сильнее хочется пожать за них руку дизайнерам, как и дизайнеру уровней, за то, что даже самые маломальские важные локации, которые многие просто пробегут в адреналиновом угаре, сделаны крайне убедительно, атмосферные, что важно, разнообразно. Единственное, что вызывает диссонанс с этим концентрированным, неразбодяженным экшеном, это, как неудивительно, сам Биджей Бласковиц. Он всю игру ноет о своих переживаниях и утратах. Конечно, сие помогает очеловечить эту машину для убийства. Но внутренняя драма — это последнее, чего ты ждешь от Wolfenstein 2. Не скажу, что это плохо, просто немного странновато. В итоге Wolfenstein 2 The New Colossus от меня получает 9. Очень крепкий, добротный и достойный, что важно, сиквел, который явно намекает на продолжение и на еще один мощацкий саундтрек от Мика Гордона. Не удивлюсь, если следующую часть назовут The New Revolution. Вот приходите на этот ролик года через 3, может быть и меньше, если нам повезет, и напишите, прав я или нет. Вот такой вот интерактивчик в будущее получается. Но на этом у меня все, это был Бейс. Если вам понравился ролик, лайки, подписочки, комментарии. Не забывайте, также смотрите и другие ролики на моем канале. Ну и конечно же, до новых встреч. Пока-пока.